Вот такой прекрасный ужин я сегодня подаю нашей семье здесь. Это жареные куриные ножки в пакете, а также в пакете жареная наша картошка, которую я вытащил с пакета 5 минут назад и поставил обратно в духовку, немножко подрумянится. Если вы хотите узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я вам все показываю. Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня пятница, пора готовиться к ужину. Я решил взять кусочек курицы, куриные ножки, промариновать их в сметане, поставить в этот пакет и запечь это в духовке. И то же самое я решил сделать с овощами. По-быстрому, просто, но очень вкусно. Чтобы время не терять, давайте приступим. Итак, все куриные ножки у меня здесь, в миске. Сюда я положу, у меня сметана здесь 300 мл, полпачки. В общем, здесь где-то будет сметана около 150 мл. Я знаю, что люди так делают с майонезом, но я решил со сметаной. Так, сюда же я добавлю совсем чуть-чуть растительного масла. Совсем чуть-чуть. Вот так. Также добавлю сюда немножко перца. У меня хмели сунели. Немножко добавим. Так. И у меня приправа для курицы есть. Польская приправа. Это тоже мы туда же добавим. Так. Теперь мы все это как следует перемешаем. Чтобы вся приправа перемешала. Конечно, немножко подсолим. Теперь все. Так, теперь это мы все перемешали. Поставим сюда в пакет, и пускай он в пакете маринуется чуть-чуть, и сразу в духовку засунем. Я в духовку уже включил на 180 градусов. Так, быстрее. Так. Туда же кину 2 лавровых листика. И пакет этот теперь мы завяжем. Воздух сюда выпустим как сможем. Так, все это, как видите, красиво в пакете у нас теперь. Пакет мы положим на противень. Единственное, что я сделал маленькую дырочку в пакете. Иначе она у нас разорвет. Вот так. Чтобы курица могла дышать. И все. Пускай немножко она у нас маринуется. А тем временем мы займемся нашими овощами. Итак, я почистил картошку. Здесь у меня 3 зубчика чеснока, луковица. Добавлю немного укропа,
один розмарин. У меня также здесь приправа для картошки польская. И здесь немножко у меня помидоров тоже. Сразу же я все это буду добавлять в пакет, где мы будем все это жарить. Помидоры пошли в первую очередь. Так. Теперь я порежу лук не очень мелко и не очень крупно. Ну, примерно таким образом. Тоже сразу в пакет кину. Так, зубчики чеснока, кажется, немножко тоже так порежем. Так, теперь я порежу нашу картошку не очень мелко и не очень крупно, такими среднего размера, вот так примерно. И туда же все покидаю в пакет. Как мы все прикинем в пакет, мы немножко зальем масло. Добавим немножко соли. Пакет закроем как следует. Протрясем этот пакет. Все это перемешается. И засунем все в духовку в то же время, когда и наша курица пойдет в духовку. Духовка у меня уже подогрелась до 180 градусов. Так что, как картошку я сейчас сделаю, сразу же она пойдет у меня в духовку вместе с курицей. Примерное время я рассчитываю, может быть, час. Но я буду сам смотреть по своей духовке, как у меня пойдет. И вы тоже смотрите по своей духовке, потому что духовки у всех разные. И у кого-то быстрее это сделается, у кого-то не очень так помедленнее. Так. И также этот пакет должны хорошо завязать, только маленькую дырочку сделать, чтобы влага могла уходить, а то взорвется. И пускай духовка делает всю свою работу. Так. Закидываю розмарин таким образом, немножко соли кину, немножко масла, совсем немножко достаточно. Теперь мы туда засыпем польскую приправу для картошки. Так. Сейчас донышко мою немножко просушу, чтобы я мог хорошо укроп порезать. И укроп пойдет сюда же. Прекрасно, все туда. Люблю запах укропа, не знаю, как у вас. Но запах укропа мне всегда какую-то свежесть дает. Так, теперь весь воздух оттуда сделаем так. Так, теперь хорошо. Так. Сделаем маленькую дырочку. Так, достаточно. В духовку. Итак, все у меня уже готово идти в духовку. Духовка у меня уже на 180 градусов. Так что с Богом. Итак, пора вытаскивать нашу картошку с духовки.
Ах, какая прелесть, как красиво оно все выглядит. И что я теперь решил сделать? И я решил все это разрезать. Упс. И все пойдет на противень. Так. Уберем это розмарин. О, запах обалденно вкусный здесь. И теперь я возьму сыр и положу сыр сверху. И обратно в духовку минут на 5-10. Вот так. У меня тертого сыра не оказалось, или большого сыра, чтобы через терку пропустить. Но я положу слайсами так. И будет очень тоже, и будет очень вкусно тоже. Так. Очень прекрасно. И обратно в духовку минут на 10. Так. Итак, наши куриные ножки тоже уже пора вытаскивать с духовки. Так. Сейчас вытащим с пакета. Будьте осторожны, чтобы не обжечься, потому что горячий пар и противень 180 градусов на противне. Итак, курица наша готова. Сейчас она еще... Я поставлю обратно в духовку на минут 5, чтобы она немножко подрумянилась. Так, у меня здесь укроп дома растет, вот такой пучок. Сейчас этот укроп я порежу и посыпем сверху курицы и картошки, какую-то зелень сверху для красоты. Итак, посмотрите, какая прелесть у меня все получилась. Картошка прекрасная, румяная, с сыром сверху, а также куриные ножки, испеченные в сметане. Какая прелесть, запах вам просто не передать. Как вы видите, какой аппетитный ужин я сегодня приготовил. Я очень рад своим результатом. Запах прекрасный, аппетитный. Сейчас мы минут через 5 сядем все с семьей за ужин. Еще раз повторяю, это куриные ножки я запек в духовке в сметане, и все это было запечено в мешке, в пакете. А также я в пакете запек нашу картошку тоже. 5 минут назад, 10 минут назад я вытащил из духовки, переложил обратно их, вытащил картошку и наши куриные ножки я вытащил с пакетов, переложил на противень, форму. Картошку накрыл сыром и обратно засунул все в духовку. Как видите, результат прекрасный и аппетитный. А на этой аппетитной ноте хочу с вами попрощаться, пожелать вам самого-самого наилучшего, крепкого здоровья. Берегите своих близких и своих друзей. А самое главное, всем мирного неба. И пока-пока.